Тайо. Ор... Ри. О, Ридорьян. О, О, мон амур, мон шер, любовь моя, я для тебя сегодня сделаю дегустасьон. Это самый вкусный, неповторимый, незабываемый вкус во рту, что ты была пробовать когда-нибудь. Да, вкус из жопы. Из жопы... Катя! Да ты рушишь мой французский. Друзья, всем привет, с вами Детский План. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Ты что? Вот чтоб француз вот в каждом человеке, ну таки немножечко, но жил, а? Вкус из жопы. Катюня, сегодня на самом деле будет рекомендацион, дегустасьон. Короче, не видео, а шедевр. Друзья, всем хорошего настроения, приятного просмотра. Пишите ваши замечательные, великолепные, шикарные, можно на французском комментарии. Ну, а я таки для вас поделюсь радостью, потому что шо? Мама дорогая, это время такое. Ага. И чтобы вот в это время ты всегда чувствовал себя таки хорошо, тебе понадобится бабах, трахбах, ты дышь и что-нибудь ото. Сереж, я не успеваю да за тобой. что-нибудь ото. Что-нибудь ото. Слышишь? Ото, короче, я вот быстренько скажу, они у меня есть. Давно лежали и сильно не выгуливал. Но только до крайний раз мы маме подарили эту лампочку от компании Killnex. Ребята, я дико извиняюсь, вы меня завалили, да не ко мне, я ими не торгую, я просто могу порадоваться с вами. Я их очень долго искал и нашел цена, качество, ну, век на лодке не кататься. Вот та лампочка, что светила, которая 45 часов в белом положении светит и 150 часов без зарядки в красном, вот она. Номер телефона прилагается. Сегодня будут моменты, ну, как я подготовился. Катя, это не ржи, это палатка. А знаешь, как... Слышишь, ты пошел коротким путем. Не шкурка называется, а ткань. Оксфорд. Чтобы романтик сделать за 15 минут дома, никуда не выезжая. И даже жопу не поднимая. А зачем ее поднимать? Ее за тебя уже эти хорьки подняли. Я не знаю, что это за животные. Я думал, обезьяны. Оказывается, не только обезьяны. Ребята, у меня в руках самый дорогой в мире кофе. Юрочка, спасибо огромное, потому что ну надо таки радоваться в жизни, находить моменты, короче. И вот эта вот радость сегодня побывает в твоем и моем рту. А я, короче, эту музыку, знаешь, что делаю? Я же его достал. Сколько он лежал, этот фонарик? Это не просто фонарик, это динамо-машина. Ребята, мало того, что динамо-машина, я его достал, он просто севший был наглухо. 3 секунды 5 минут. Короче, я эту музыку включу, когда ты будешь мне делать после кофе хруст французской булки, поняла? Короче, радио играет АМ, ФМ. Сигнализация есть, так пищит, что боюсь ребенка разбудить. Кстати, идем посмотрим, как она уснула. Мы ее, кстати, в детстве укладывали этим. Ты помнишь, мы включали ей белый шум, оно... Да, тут оно шумит. Вот этот фонарик я специально достал. Вот тот, который я на привозе переезжал машиной, Лексусом туда-обратно. Вот все, что от него осталось. Работает до сих пор, ну его в баню. Он шмаляет так, что дурной, ешкин ты кот. И тоже у него этот красный свет здесь есть, короче, фильтрованный. Недавно потерялся, правда? Ну ничего. Рассказывать не буду. А еще Killnex, Сережа, спасибо огромное. И всем твоим подписчикам. То ли 10, то ли 8. 15% скидочки вы получите, да. Кого интересует палатка, гамаки, вот все, что связано с туризмом, Натурхайк. Катя, да не ойкой. Палатка весит 2 килограмма. Со всеми этими приблудами. Там железяки, тыкалки, чехлы, короче. А это я вообще не знаю, что за пух-перо, короче, ты поняла? Фунь, и вытрусил. Я же, короче, у нас чего раньше хамака не было? Потому что я боялся, что дети гэпнутся, и сам нет-нет, да радикулит беспокоит. Оно мне надо об землю тресь бабах. Что они придумали? Смотри. А ну-ка, вылазь. Вот эти две дуги, которые не потеряются никогда, потому что, смотри. Вот кто до этого додумался? Нобеля тебя, Нобеля. И потом поцелуй в шнобеля, елки ты палки. Ну это же надо тебе, смотри, просто на веревочках, на ниточках. Сделали две дуги. Я тут уже сальтуху, 8 выписывал, даже солнышко пытался повторить, короче, и не упал, и все нормально. Эх ты. Натурхайк. Так, это вот залезло. Аккуратненько, сейчас. А, мы же хотели, Катя, у меня еще радость, знаешь какая? Ты что? Я что-то смотрю, что у тебя слишком много радости. Не видео. Катя, сплошная радость. Та жизнь такая, что надо радоваться. Зырь сюда. Но это пух. Я сначала боялся, думал, порвется.
Куда там нафиг? Эти глаза напротив калейдоскоп огней. И шо? А ты знаешь, Слушай, что это шо? очень полезно для деток? Помимо вот этих твоих Вот всех это? выкрутасов. Я Миланию отсюда выгнать не могу. Это не выкрутасы, это радость. А радость растет из агромаркета. Катя, что вы там за семена мне продали? Я только всунул, они уже поперли. Аккуратно, не ударься об люстру. Ты посмотри, что за всхожесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут пробивается, и вот еще. Майя Ивановна сказала, много не запихивать. Но это, конечно, не под Ой, тебя. Майя Ивановна, так я Они же не в маленькую, проветриваться я же не в должны, маленькую. Да Сереженька. все будет нормально, я вынесу на улицу. Здесь такая гирлянда. А шест я тебе принес, а? Слышишь, надо Надю позвать, пока огурцы не выросли, чтобы она... Еще Наде нам тут не хватало, чтобы она на шесту танцевала. А Пусть у чё? себя дома Женя танцует. Пусть Женя приезжает. Идем с ребенком поздороваемся. Да пусть себе спит ребенок. Ах ты, атмосфера. Арбузик вот у него тут сам насеялся. Катя, Правда? смотри, отсюда начинается. Иди сюда. А они только на кончиках будут? Тихо, она что, проснулась? Это Ульяна в ванной играет. Милане собственной персоной. Подойди, покажи. Вот что значит, когда есть сестра старшая. Шо? Маникюр. Красота. Ну идем. Катюша, а это белоснежное счастье покажи людям. А где умывальник? Когда вы уже повесите? Да оставь в покое. Красота. Самовар есть и уже хорошо. Крыша еще ждет. Яков Соломонович, все будет хорошо, но не сразу. Ты Майе Ивановне показала, блин, мы не успели Я Майе Ивановне снять. отправляла лично. Вот таких размеров я не знаю, блин. Что рупор, а не цветы. 2 штуки, просто обалдеть можно было. Пошли. Гортензии на базе, все растет, цветет. Катя, да ты же меня отвлекла, ну тебя в баню. Елки Ты сам себя отвлек. Ты думаешь, я на такое способен? Я же хотел поджечь вот у Славика печку. И начал я видео с чего. Что бы у вас ни происходило, есть свет, отключили газ. Ребята, не переживайте, всегда кипяток на базе. Славичек, родненький, чтоб у тебя ручки не болели, это 2 печки и турочка. Ничего, если я прилягу тут у тебя. Ага. Сереженька, ты печку хотел Хотя, запилить. я для кого эти апартаменты с самого утра проветривал? Не знаю. Может... Ну точно не для Нади с Женей, не переживай. Ой, боже мой, яка краса. Ніяка, загляни сюди. Что там, еще что-то? Та вытяни свою красивую руку, смотри, что там есть. А? Вот то, что доктор прописал. Но это будет на десерт. Вчера такой ливеняка был. Зажги Я с уже. детства такого не помню. Прямо как из ведра. Как дала, я думал, что смоет ее, короче, вдоль и поперек. Чтоб ты понимала, что это за Оксфорд, из чего он сделан, нифига не намокло. Просто таки балдеж. А Славику я хочу сказать отдельное спасибо. Его вот это рукотворение, спасибо людям, научился говорить уже не рукоблудие, да, выручало не один раз. И на рыбалку мы с собой брали. И в холодные зимние времена всегда ты с вкуснейшим кофе. Вот эта печка, это не печка, это машина. Здесь можно плов готовить. Угорелая такая, что мама дорогая. Так, подставку вот я сам придумал. Можно что угодно делать. Сейчас быстренько разожжем. Сварим этот кофе. Кофе кого на самом деле заинтересует. Ну, надо свой рот баловать, иногда особенно радовать, правильно? Да, я телефон. Короче, вот все, что вы видите, и телефоны я оставляю. А еще я хотел сказать отдельное спасибо вот нашим внимательным подписчикам, особенно Юре с Борисполя. Юрочка, ты же у меня самый чуть ли там не на, как это, не золотое место занимаешь на пьедестале наших подписчиков. Звонит мне на днях: Сережа, я, говорит, хочу у тебя огурчики, что ты посадил. Возьми мне. Я говорю: Юра, интернет-магазин есть. А що це? Я говорю: що це? Пфу. Так ты меня расстроил от радости, елки-палки. Я стараюсь, все время говорю, что под описанием видео всегда будут ссылочки. Вам даже не надо лохматить, просто нажимаете. Вот смотрите сейчас по телефону, вот так вот развернули. А, есть же люди смотрят, что и по телевизору. Ребята,
Ну его в баню. Все равно везде, что вы видите, там всплывают какие-то циферки, буковки, какие-то ярлычки, они привязаны к чему-нибудь. Видите кофе, значит телефон для кофе. Видите Да. печечки, значит телефон для А печечек. по поводу кофе Юра сказал, и вот их там осталось на пальцах посчитать, этих пачек, там не знаю сколько всего. Он сказал, кто будет звонить от Липована, там чуть ли не 40% скидка. А я, кстати, ни разу такой кофе не пробовала, ты знаешь? Катя, А. да я сколько по рестикам работал, я за такой Ты только пробовал? легенды слышал. Нет. Интересно. Слышь, что его пьют самые известные люди, елки-палки. А у нас видео как началось, еще, говорит, я кофе не пил из жопы сусликов. Ну так в этом же его и прелесть. Ну да, Они там же его проходят едят. Что, дозревает, Ферментацию, ферментируется. да. Может, оно из него вообще вот это вот... горечь высасывает, да? Да, вот все лишнее, понимаешь? Ну давай попробуем сначала, потом рассуждать будем. Давай. Mon ami, mon cher, для тебя. У Славика все, что хочешь, есть. И чашечки, и тарелочки. Особенно люди про него как хорошо говорят, про тажины. На 2 человека, там, на одного, на компанию из 6-8. Вот, короче, все, что связано с керамушкой, это такие про Славика. Золотые ручки. Еще момент был, когда мы вот эти все Славика моменты показываем. Люди интересуются, можно ли на данных приспособлениях готовить в домашних условиях. То есть там на кухне, где угодно там. Ребята, можно. Она не дымит, не воняет. Я просто люблю вот так вот взять пару веточек с пола и подкинуть сюда. Ему вечно надо было, чтобы дымело, да, Сереженька? Ну это же красиво. А дома ты себе уголь поджег вот так вот, он уже без дыма идет. Вот сейчас я подожгу и посмотрите. И не будешь веточки класть? Не, ну обязательно. Ну, а я людям покажу, как с тем карасем, как можно жарить и как не нужно жарить. Точно так же и здесь. Как она работает просто на угольках. Слушай, Катя, так этот агрегат еще и как камин работает, ты поняла? Можно Он греться? так нагревается 700 плюс, елки-палки. Славик этим пиу-пиу-пиу температурометром своим мерил. Все, пусть заводится. И что, дым видишь? Нет. А его нет. А потому что знаешь что? Что? А потому что Тамарочке огромное спасибо. Ой, мы же заезжали в гости. Недалеко. Да и недавно. В бассейне плавают. Столько на игрушек горке надавала. катаются. Тамарочка, спасибо огромное. Да, вот из того тазика их не выгнать. Мгм. Если не верите, смотрите в инстаграме Одесса Липован, там всякое бывает, особенно интересное, чаще всего. Ага. Ты что? На горке катается. Ну, счастье, вот оно. Все, щекардос. Слышишь? Я сейчас еще и покажу. Прямо чудо природы какое-то. Катюня, а мы когда наиграемся с огородом, давай небольшую колобатину выкопаем. И что? Да я карасей заведу. Так я даже и за дурное думать перестану. А ты думаешь иногда? Ну да, так хочется на рыбалку, Вилково, с ночевкой. А так что у меня палатка есть, до колобатины вышел, червячка своего намочил туда, и пусть его караси гоняют. Так, червячка всё. своего где-нибудь и в другом месте можно поколобатить. Мне чуть-чуть не нравится тон твоего не французского настроения. Я предлагаю тебе немножечко чем-то Перейти, да? итальянским по губам помазать. Сбегай за ледиком, я вчера потрепетал. Добавь себе ту рюмочку, а я пообслуживаю, пока заводится печка. Наталья Николаевна, И сделаю тебе такие приятные. сегодня я устрою себе дегустацион, как Сережа говорит. Катя, это же Марета Ди Сароне оригинале. Елки-палки, слышишь? Спасибо всем нашим подписчикам. Я и французский знаю, и с немецким у меня хандехох, короче, да. И итальянский нет-нет, где-то в душе живет. Ну вот поди сходи за ледиком тогда. Не, я хочу, как это, попробовать. Не, ну, как оно называется? Ты же говорила. Я забыла. ЖП? Нет, жопы там вообще нету. Да? Да. А ты знаешь, почему он такой дорогой, этот кофе? Нет. Называется он кофе лувак. Копия это кофе, лувак это зверек, который ест эти зернышки. Очень интересно. А дорогой, потому что вот этому зверьку дают
1000 грамм, то есть килограмм зерен, а выкакивает, так сказать, он только 50 грамм, которые способны участвовать вот в распродаже, чтобы ты их купил. Понимаешь? Из 1000 грамм неубиваемые только зерна? 50 грамм, которые он не переваривает. И они только могут быть пригодны в использовании кофе. И едят они только ночью. Поэтому все это очень сложно, долго и... И, наверное, еще и вкусно. Ну, не Эксклюзив. знаю, попробуем. О, смотри, а вот это, как я люблю, это по-настоящему, видишь? Веточек кинул. Та ты шо, та ты шо. Ребята, дыма нет. Это мною добавленные спецэффекты. Так что не переживайте. Хотя все, кто у Славика уже такое попробовал, говорят только спасибо. Но Шо? все как раз хотят, чтобы оно не дымило. Так оно и не дымит, ёшкин ты кот. А тебе вечно не имется, все испортишь, Сережка. Но я люблю, чтобы было так вот. Ой. Ты за льдом бегала? Не, Да. не бегай, у меня есть. Сейчас сделаю тебе культурно. Смотри, а? Ёлки-палки. Прям Да- я не знаю, когда ты последний раз такое мне вот Катя, отчебучивал. а потому что у меня раньше такого не было. Чего? Ну, фонариков, палаток, оно же все навеивает. А, кстати, а что ты молчишь? Ты что думаешь, что это новая голубятня? Вот это тоже фонарик, который был севший, он из солнечной батареи. Вот я его вывесил. Если там красная лампочка горит, Горит. то он уже считай, что зарядился. Это я вечером посмотрю. А нет, так мне много звездочек таких надо будет на дерево. У них есть и много. Ну-ну. Ты посмотри, как она потеет, ледница. Боже мой, что за прелесть это счастье. Ну, цептор. Наталья Николаевна, спасибо скажи. Тебе одного хватит? Нет, а давай ну, парочку. Давай парочку, чтобы не так крепко было. Канолевая была, Катюша? Катенька, вот я не знаю, у кого как, А у у меня тебя? это аромат несбыточной мечты. Да? Да. Никогда не пробовал? Да я когда маленький был и возле бара ошивался, там вот так вот пахло, я не мог понять, что это, что это, что это. А люди заходят нормальные, выходят еще лучше оттуда, понимаешь? А мне же не можно было. Я же маленький. Ребята, чтобы ваши мечты сбывались, независимо в каком возрасте. Ёханый бабай. Смотри, как оно там прям заводится. Блин, Ты вообще видишь? процесс реакции пошел. Ай, главное не Слышишь, а сегодня видос этот, не то чтобы о прекрасном, да? О красивом. межпланетный, межгалактический, рюмки немецкие. Вот это Наталья Николаевна. Коньяк, вот эта водичка из Италии. Лампочки такие наши. Почему это коньяк откуда из ты Италии? говоришь? Ну, Диссарона. Аморе, мио, Диссарона. Не сходятся слова? Ножики. А ты взял баночку какую-то, Канадские. чтобы пересыпать этот вкусный кофе, чтобы он не выветрился? Организуем. Ножики, кстати, зачетные. У Сереги на привозе. Как я говорю, и цена, и качество. Ты шо? Катя, я не... Ты шо? А ну присядь. Может, мы не будем? Может, смешаем с обычным? Присядь, а ну приляжь. Ой. Там он имеет Офигеть. какой-то такой кофейный аромат. Слышишь, Жопой если не вот пахнет. так у этих обезьян пахнет из жопы, то я представляю, Это как у не них пахнет изо обезьяны. рта. Это, ребята, что за суслики, ну я вас такие люблю, особенно под хвостом. Обалдеть. Это шедевр какой. А нам Юрочка говорит, да, тут у которого есть этот Это кофе. не суслики, это луваки. Копи луваки. Да хоть собаки, Люваки. главное, что у них пахнет. Он говорит, короче, ребята, я имею собаку. Не луваку, но собаку, короче. Да, это я утром выхожу себе этого кофе, так бздынь. Что он делает? Он этого кофе 30% добавляет к 70 Обычного. обычного, да. Заваривает себе чашечку, берет ее и уходит во двор. Мгм. Все уже Полчаса знают. проходит, а он уже собаку, свою луваку завел. И все соседи знают, что Юра во дворе таки выгуливал собаку. Там так пахнет. Катя, я хочу себе такие духи.
А есть, кстати, духи с кофе. Серьезно? Слушай, ну я до этого думал, что амаретто самый вкусный аромат в мире. Не, андо. Ну пригуби давай, как говорит Марат, что получилось, и пойдем я что-нибудь добавлю. Ваше Слышишь? здоровье, Сергей. Мараджан, от всей души, брат, и с хорошим настроением. Чтоб ты нам был здоров. Давай, родненький, уже похолодало, уже плюс 35, уже пора со своего Завтра в этого... ресторане окрошку долгожданную приготовить. Холодненькую, на судочке, да с бульон... Не говорю ничего, ни слова. Ридурьян, ла-ла-мам, балалей, 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 жу. Вкусно? Сладко. Слышишь, у меня аж в районе луаки зачесалось. Да? Как ты красиво это все в себя сделала. Помочь? Не надо? Катя, да сегодня тебя такое ждет, не каждый богатый себе может такое позволить, чтобы чистоганом пить такой кофе. Ёлки-палки. Так, ты смотри, береги его. Сколько ложечек на сюда? Ну, здесь хороший 3. 4. Вот такие чашки эспрессо. 4 аж бегом еще и 5 останется. 3 ложечки. Со стогом. Слушай, не, давай 2, но его в баню. Ну, не Посмотри, какой знаю. он красивый. Катя, да что ты села, иди снимай, куда тебе надо. И вот с моей стороны стань, чтобы ты солнце не затмевало. Блин, ну ты оператор, конечно, елки-палки. Ты знаешь, как они в Голливуде? Они как только на работу устраиваются, и потом в 65, когда их на пенсию отпускают, они присаживаются. меня когда в Они Голливуд- гоняют, что бешеные. Когда в Голливуд меня отвезешь, Да боюсь, что там тогда и будешь это говорить. тебя судорога быстрее. Ну давай еще третью судорога клади, потому быстрее. что будет невкусно. Этот кофе невкусно? Не, ну все равно он должен быть как положено. Все. Закупоривай. В следующем году следующую чашечку попьешь. Не, мы не будем его смешивать. Да подожди, вот это на тебя так амаретто действует? Нет, Подожди, успокойся, ты сейчас, как это, еще рюмка, и ты Мы будем пойдешь иногда по всей себе долине угощать. такие дни делать. Палаточная? Особенные. Катя, я для тебя ее вообще целый год заворачивать не буду. Ей же без разницы. Что дождь, что снег, что ураган. Стоит себе и всегда готова. Как это? Милости И просим. апартаменты всегда открыты, да. И там Я по твоим сухенько. глазкам вижу. Мгм. О, Мешай. Ридорьян, Пари, ла-ла-ла-лай, я хочу лишь в Париж. Ни разу там не был. Я тоже. Эх ты. Давай, пригласи меня. Да не, эх ты. Сережка, ну сколько дымить уже можно, а? Катюша, я не дымлю, а ты представляешь, вдруг у тебя, я даже не знаю, что там дождь прошел, уголь с собой забыл в конце концов, а? Собрал, что он есть под руками, короче, что, и кочегарь. Это ваши руки не для скуки называются. Ну, так это же по-настоящему, по-природному. Что мы на этой печке только не делали? Яичницу Карася туда- жарили, и яйца, бекон, и бла-бла-бла, и все такое. Смотри, ты видел, какая голова? Ну, это можно Катя, вынести, бесподобные жоржины. а? Просто всем головы. Как такое вообще природа могла придумать? И каждая по-своему Уникально, хороша и красиво. туда уже Катя, не Катя, пойдет. Катя, 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 Катя. Ой-ой-ой, ну, Катюша. что, У меня Сережа? волнение поднимается. Что у тебя? Французское настроение. Ты куда? Блин, прямо стихи какие-то, ёшкин ты кот. Хорошо. Что, уже закипает? Ну вот не за горами. Слышишь, там еще не началось, но я вижу, что крема просто сумасшедшие. Огонь, как красиво. Ты не хочешь помешать? Кофе? Да. Ты думаешь, что надо? Ну давай я ложечкой поколопуцаю. Так, надо же подготовить. Хотя все известные кофеманы говорят, что не Ну, рекомендовано. тогда не надо. Не, Катюня, тут такая шапка, такие крема, что еле могу всунуть. Смотри, А зачем Я ты щас всё время так буду- двигаешь? я сейчас так буду варить, что турки будут плакать. Чё? Ну они же варят, ты видел? В песочек загнал, чуть поднялось, Ну, раз это он на медленном, съехал, да. раз он съехал, раз он съехал. Ты сейчас тоже будешь так делать? Фу. Если бы что-то этих палок не кидал, было бы вообще замечательно.
Да, Катенька, ты и природа, это, конечно, два разных понятия. Что зачем дымить, Спасибо, хоть в семье один нормальный. если можно Боженька. не дымить? Благодарю тебя за себя. О, Ридориан, о, на-на-на-на-на-на, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И что она у меня, эта песня, посидела с утра пораньше, даже не знаю, кто посоветовал. Мне кажется, я проснулась, ты уже пил ее. Ну, что-то происходит по ночам. С тобой, да? Да, надо поставить эту камеру наблюдения, посмотреть, не надо. что я по ночам Я тебе делаю, скажу, где я эту музыку Из шукаю. собственного опыта не надо тебе камеру, Сереженька, чтобы ты не перепугался, а то испуг выкачивать придется. Не, люди же интересуются, говорю ли я по ночам. Говорит Говорю, и наверное. поет, И пою, и наверное. матом ругается. Ужас. Ты шо? Да. Дебильная? Так нельзя? Так нельзя говорить, Сереж, Катя. ты сейчас У меня нас французская прилюдно передача. ёлки-палки. оскорбил. Сереж, Люблю тебе. Отвратительно маниш просто. мене дурманиш, прям люблю растерялась, не тебе. знаю. Серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш. А ось і горох. Смотри, Катя. Да не вырастет у тебя горох. Вот я с тобой поспорил. Ну, он Иди зайдет. сюда, нагнись бегом, пока у меня не укипело. Ну он Катя, зайдет, он не 3 даст дня тебе. тому, да он все, не что даст берется тебе в агромаркете, посмотреть. блин, прет, что дурное. Ему жарко. Катя, это Марату жарко, поэтому он дома сидит. А все Посмотрим, нормальные вот в Сереженька, земле посмотрим. колупаются. Просто тебя никогда в голове мысль не посещала, почему горох один раз в сезон продают на базарах? Катя, потому что есть технология, ты со мной такое не говори. Да, помидоры круглогодично, огурцы круглогодично. Какой а вот горох- круглогодичный? Ну подожди, ты за что говоришь? За турецкие, которые в теплицах, мы же были лично видели, они же там не выводятся. Теплицы, 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 теплицы. У них еще старое не выросло, они уже молодое всунули. Там без остановки работает. А за технологии наши, я ходил на сельхозтехнику, нас учили. Первый год растет культура, допустим, там бобовые. Потом там туда-сюда посадили. хочешь Потом сказать, через 2 года в что-нибудь апреле еще. И раз в 4 года делают черный собрали горох и чтоб- после апреля ничего на то поле не засаживают? А зимую уже сажают, а зимую вспахали, прокультивировали. А агроном пришел, поцеловал. Приятно поговорить с умным А человеком. зимую так вот рассыпали, Посмотрим на твой горох. и она ждет, когда похолодает. Снег упал, она согрелась, весной пробилась, и вот у тебя свежий хлеб. Эх ты, оператор, Все. что было, все, Поднимай. что ныло, все давным-давно уплыло, только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Ну, аромат такой, что я даже петь не могу, ребята, извините за куплеты, просто не получается, хочется дышать. Это еще та ингаляция. Я Как прям же он ароматит. снимаю процесс Весь гроссребенталь. Я дико зарождения извиняюсь. кофе. Если тут вам очень сильно пахнет, такие пардоньте, это недолго. Сейчас будет Скоро мы его выпьем. Очень, очень, очень благородно пахнет. Аромат сумасшедший. Все? Нет, подожди, сейчас он еще чуть-чуть поднимется. Катя, он сейчас так поднимется, что потом лови его этот. Хорошо, пошли. Ну вот так вот варят. Поднялось, опустила, поднялось, опустила. И так 3 раза, на 4-й можно в рот. Давай уже пора в рот. Не, ну шедевр, а не плита. И ты сколько ты видела, там я, блин, полжменьки этой. Да и то лишнее. Ты слышишь, как птицы активизировались? А они луваку собаку приветствуют. Ребята, что вам запахло Индонезией? ЕБВТГД, Катюня. Обойди красиво и занимай позиции. Я Так сейчас я буду... буду сидеть на холодильнике. Если ты не против. Но это было красиво. Зачем ты это все сдул? Листва вот это? Ну вот там одна веточка такая. Сдать тебе спецэффектов? Тут их, смотри, Не килограммами надо, валяется. красиво, когда вот естественно упала и там парочка штучек лежит. А? Ладно, давай, как будто бы ничего не было. Давай. Скажи, ну, Катенька. Какие я чашки нам выписала, ты видишь? Молодец. Самые парадные. Ты как доктор, елки-палки. Бздынь. Так, это сюда. Ну, Что ну? А где мой динамик? какой динамик?
Машина это что? Да я за- вон висит, ты ж повесил ее. Кого куда? Вон лампочка висит там. Или то не оно? Нет, то лампочка, которая на солнечной батарее. Я же хотел музыку организовать. Ладно, найдется. Водички еще надо было холодной поставить. Кофе. Аромат другой. Ну, конечно, другой. Он же из жопы. Я понял. Вопросов больше не имею. Я же горячий не люблю, люблю с молоком и немножко сахара. Но хочется кайфануть по-настоящему, да? Прочувствовать вот это вот, как богатые страдают, елки-палки, такое из жопы в себя впихают. Почему сразу только богатые, Сережа? Так если бы он был бы там дешевый, так он бы на него не делал 40% скидки, понимаешь? Но он геть другой. Да? Просто абсолютно другой. Вот к тому, к чему привыкли мы пить у нас каждый день. Может, это лаванда так на него это действует. Что, еще долго по плану? Смотри, 3 раза сербнул, Больше не надо. 2 раза точно понял, что очень вкусно. Теперь я имею жирное желание метнуться за своей огромной чашкой, добавить немножко сахарка, чуть-чуть молока и добавить туда кофе. Вот это Свари будет- себе обычный кофе, сиди, пей сколько хочешь вот из той огромной чашки. Эх, ты оператор. Ну ты пригубишь? Ну давай, Ну не, я уже потом, когда сяду вот так вот на холодильник. давай поменяемся. Садись. Ой, Да успокойся хректеть, елки, или как ты там. давай, пой французскую музыку. Когда качаются фонарики ночные, и темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду, и кофе домой несу, да потому что... Только уши торчат. А, так это этот, фанат. Кс-кс, Моня? Оп, и только хвостик. Да, ну давай попробуй людям не задерживай, потому что у людей, знаешь, сколько еще работы? Мама дорогая еще звонит по телефонам всяким разным, что мы там пораздавали. А меня радует больше всего. Вот все те радости, все эти рекомендации, что мы вот делимся с нашей аудиторией на канале, прилетают к нам хорошими, добрыми, живыми эмоциями. Люди приходят нам в рестораны и говорят: спасибо, 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 спасибо. Да, ребята, успокойтесь, я и так знаю, даже не благодарите, просто радуйтесь жизни, и будет вам таки счастье. От всей души и с хорошим настроением для вас сегодня первый раз Ничего не готовил? попробовал ртом жопу одесский липован. Всем пока-пока. Чао. Эх ты. Не, ну другой. Другой. Блин, ну геть другой. Я даже не знаю, что это шоколадное там, блин. Хотя вот... Оно с жопы. Катя, это то все приколы. Но на самом деле такие молодцы, слушай. Они же едят эти вот зерна, точнее, недозревшие, с килограмма, и вот это остается уже самый-самый-самый цимис, как любит Марат, знаешь, с мясом. Вот чтобы вот чуть даже больше крови было, чем пережаренное. Люблю тебя, Сереженька. Пока. По-французски Амур бонжур. Бонжур Амур это имею то по-американски. Бонжур. Лямур. Лямур то по-испански. Да бонжур это здравствуйте. Що, забыл? Я тебе кохаю. Оце таке.